Бытовые принадлежности, одежда, оружие, монеты, предметы искусства – все это дает представление о том, как жили народы в древние времена. Увидеть все многообразие национальных культур можно в Музее археологии и этнографии Сибири. Подавляющее большинство предметов – это, конечно же, предметы, связанные с археологией, археологические находки. Также значительную долю составляют предметы нумизматики, этнографические предметы, экспонаты, связанные с буддийским, ламаистским культом, так называемая восточная коллекция. В музее около 300 тысяч единиц хранения. Нынешняя экспозиция составлена в хронологическом порядке, от ранних археологических культур к более поздним. Самые древние экспонаты относятся к эпохе Верхнего Палеолита, им несколько десятков тысяч лет. У нас здесь ярко представлена древняя эпоха, в которой присутствуют каменные артефакты, глиняные горшки и предметы быта древних людей. Представлены материалы, характеризующие культуру населения, как Томской области, так и всей Западной Сибири и Восточной Сибири. В музее можно познакомиться с культурой не только сибирских народов. География экспонатов не ограничивается даже континентом Евразии. Вот эта коллекция, например, посвящена американским индейцам. Ее подарил университету золотопромышленник Кузнецов-Красноярский. Эти редкие предметы он лично привез из экспедиции в Северной Америке. Внимание сразу привлекает вот это полотно. Без разъяснений и не догадаешься, что это шкура бизона. Рисунки на ней выполнены натуральными красками. Североамериканская коллекция, как и многие другие, были подарены музею в конце XIX века, вскоре после его открытия в 1882 году. Еще университет для студентов не был открыт, он строился. А музей уже открылся, и инициатива, и большие усилия, и собственные вложения были от Василия Марковича Флоринского. Флоринский также был устроителем Томского университета и попечителем Западно-Сибирского учебного округа. В Сибири и ее этнологическом разнообразии он видел широкое поле для исследований. Если во времена Василия Марковича фонды музея формировались в основном за счет пожертвований, то с середины 20 века главные источники пополнения коллекции – это археологические экспедиции. На основе ценных предметов, найденных при раскопках, ведется научная работа студентов и ученых. Музей – это научное хранилище. И значительную роль музей сыграл также в научных публикациях ученых, всех ученых, которые занимаются Сибирью. Ленинградских, московских, сибирских. Студенты-историки обращаются к ресурсам музея при написании своих курсовых и дипломных работ. Уже с первого курса они могут получить здесь навыки описания экспонатов, их систематизации и сравнения. Здесь для студентов огромное поле для открытий. То есть они не просто как статисты могут выступить, а именно как исследователи, причем не выезжая никуда, не выходя из стен университета, они могут сделать научное открытие, приобщиться к научной работе, ну и в перспективе увлечься и стать учеными, и даже учеными, наверное, мирового уровня. Сотрудники музея постоянно работают над улучшением сервиса как для исследователей, так и для любого посетителя. В будущем планируют сделать электронную базу экспонатов в открытом доступе. Другая задача – добавить интерактивные элементы в музейной экспозиции, чтобы получение информации о коллекциях стало еще удобнее и нагляднее. Я думаю, что чаще будет представлено традиционно на каких-то планшетах, но, конечно же, необходимы информационные киоски, где каждый желающий может получить информацию об интересующем его предмете, представленном на выставке, а возможно и о каких-то аналогичных предметах, которые на выставке не размещены, в экспозиции не представлены, но находятся у нас в фондах. Чтобы сделать фонды музея еще более доступными для широкого круга людей, проводится трехмерная оцифровка экспонатов. Это позволяет дистанционно рассмотреть предмет со всех сторон. Так сотрудники музея продолжают следовать той идее, которую заложил еще сам Василий Флоринский – расширять знания людей о Сибирском крае и его богатство.